Незаменимый источник витаминов и отличная закуска – квашеная капуста. Привет, дорогие гурманы и ценители вкусной кухни! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном канале. Сегодня предлагаю вам приготовить квашеную капусту с солью и изюмом, но без уксуса. Наша вкусная капуста будет готова уже через 5-7 дней. Капуста получается хрустящей, необычайно сочной и, как правило, съедается очень быстро. Этот рецепт квашеной капусты, наверное, самый простой, и мы его очень любим. Капуста очень долго стоит и не становится мягкой. Однако, прежде чем приступить к закваске, нам следует выбрать емкость, в которой будет происходить процесс брожения, ну и заодно хранение нашей капусты. Подойдет посуда из нержавейки, дерева или стекла. Можно заквашивать в 3-литровой банке. Этот способ очень популярен у горожан, которым негде разместить большую емкость. Место занимает немного, и под рукой всегда вкусная отличная закуска. Приготовили и храним в холодильнике. Я взяла качан весом 3 килограмма. Весь объем нашинкованной капусты в итоге занял полностью 3-литровую банку. Правда, перемешивать капусту в банке проблематично. Придется просто прокалывать ее деревянными палочками, пока идет процесс брожения. Для квашения выбирайте зрелую капусту с белыми плотными листьями. Лучше снять с вилка несколько внешних листьев, если они подпорченные. Разрежьте капусту пополам и вырежьте кочерышку. Тонко нашинкуйте капусту. Самая подходящая капуста для заквашивания – поздние и средне-поздние сорта. Средне-поздняя капуста созревает к началу осени, а поздняя – к концу октября. Ранние сорта не подходят из-за рыхлости. Поздние же сорта сладкие и сочные, а это важно для нормального брожения, чтобы капуста квашеная получилась хрустящей и вкусной. Качаны должны весить не менее 1 килограмма, потому что чем больше капусты, тем богаче она соками, витаминами и микроэлементами. Чтобы легче перемешивать капусту и соединять ее с остальными ингредиентами, я воспользуюсь для начала ведром, а затем уже буду перекладывать капусту в банки. Важно также правильно подобрать крупную соль без добавок. Ее количество рассчитывается просто. На 1 килограмм капусты нам понадобится 1 столовая ложка соли, но вы можете увеличить или уменьшить ее количество в зависимости от своих вкусовых предпочтений. Лучше всего промывать изюм. Мыть сушеный виноград следует теплой водой. Достаточно будет замочить изюм минут на 10, а потом просушить его. А вот приправы могут быть самые разные на ваш вкус. Можно добавить помимо лаврового листа с душистым перцем, также листья смородины, тмин, семена укропа, кориандра и листья хрена. Для ускорения процесса брожения в капусту также добавляют немного сахара. В нашинкованную капусту добавляем морковь, специи, пересыпаем солью и перетираем руками, чтобы капуста дала сок. Напомню, друзья, что на 1 килограмм капусты нам нужно добавить 1 столовую ложку соли. Также я добавлю перец горошком. Добавляем наш промытый изюм и еще раз все хорошенько перемешиваем. Перемешивайте руками, пока не выделится капустный сок. Как только капуста выделит достаточное количество сока, заполните чистые 3-литровые банки.
Укладывая капусту, приминайте ее. Таким образом, в банку переложите всю капусту, уплотняя ее слой за слоем. Если банка набита полностью, поставьте ее на тарелку, чтобы избежать вытекания сока на стол при брожении. Таким образом, оставьте капусту кваситься при комнатной температуре на 3-4 дня. Процесс брожения происходит за счет молочно-кислых бактерий, которые вступают в реакцию с сахарами из выделившегося капустного сока. Капуста по этому рецепту квасится, как правило, 3 дня. Попробуйте приготовить такую капусту, и вы будете готовить ее всегда. Все мои домочадцы просто обожают ее, и я каждый год делаю несколько баночек. Два раза в день, утром и вечером, капустой нужно пронизывать деревянной палочкой, шпажкой или шампуром, чтобы выпускать углекислый газ, выделившийся при брожении, иначе квашеная капуста будет горчить. Через 3-4 дня, как только пена перестала образовываться, рассол приобрел прозрачность, а капуста стала вкусной, она готова. Плотно закройте банку крышкой и поставьте в холодильник до момента использования. Из этой вкусной заготовки можно сделать зимний салат или начинку для пирога. Друзья, если вам был полезен этот ролик и мой рецепт, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Я вам буду за это очень благодарна. Ну и естественно, вы можете поддержать автора монеткой. Ссылочку на донат и номер карты вы найдете под этим роликом. Ваша поддержка мне очень важна. Это всегда стимулирует автора на создание новых роликов. Я нахожусь в поиске новых рецептов для вас. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Давайте готовить вместе. Ну а я, с вашего позволения, откланяюсь и предлагаю вам просто насладиться и понаблюдать за процессом приготовления моей капусты. Вкусных вам рецептов, всего доброго, друзья, пока!